Вера, ты моя девочка. Ты проголодалась? Проголодалась, Вера? А где наши мужчины? А что вы тут? Ух ты, вы тут работой заняты, да? Ну да, дрова рубаем. Молодцы, благодарю. А что, проголодались уже? Тогда есть такое. Да, заказы принимаю, пока я добрая. Может, пирожочков? Пирожочков хочешь? А какие? Хотелось бы. Ну, А капусточка квашеная есть? есть, братуха. Как бабулечка наша делала. Я помню, она мне показывала. Ну что, пирожки с капустой квашеной, як у бабушки. Да, мы как раз убираем и приходят на пирожки. Давайте, со сметанкой. Все, заказ приняла, ставьте мне лайк, иначе не пойду. И я пошла. Все, пошли жарить пирожки, Вера. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Пирожки, значит, будут пирожки по бабушкиному рецепту. Сковородку на огонь. Беру одну небольшую луковицу и нарезаю на мелкий кубик. Постараюсь повторить все в оригинале, как делала наша бабулька. Лук нарезан, в сковородку добавляю или растительное масло, или можно, как у меня. Это домашний паштет из сала. Меня угостили, очень вкусная штучка. Выкладываю в сковородку. Ой, она уже и нагрелась. И сразу лук. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. Как же вкусно запахло. А этим временем беру свежую капусту. Небольшой кусочек, граммов 200-250. И шинкую. Можно вручную, а можно, как у меня, на шинковку. Чтобы было удобнее вкладывать начинку в пирожки, я всегда ее немножко измельчаю ножом. Так делаю и на вареники, и на пироги. Как раз и лучок подоспел. Да, в этот момент, друзья мои, можно добавлять свежую капусту. Перемешиваю и обжариваю все вместе несколько минут. Как только капуста станет коричневая, золотистая, такого необычайно приятного цвета коричневого, можно добавлять и остальные ингредиенты. Нагрев под сковородой, друзья мои, будет у меня чуть ниже среднего. А вот так вот. Отлично. Когда капуста подрумянилась, стала очень вкусно пахнуть у нас на кухне, друзья мои, можно добавлять квашеную капусту. Кстати, тоже по рецепту моей бабушки. Я ее не буду ни промывать, ничего, прямо с баночки в сковородку. Красота! Сразу добавляю молотый кориандр немножко для вкуса. Капуста любит кориандр. И Сережка тоже. И второй Сережка тоже любит у меня острые ощущения. Перчика черного побольше. Лавровый лист пополам. Перемешиваю и прогреваю все вместе. Как только содержимое сковороды станет одинакового цвета, начинка готова. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь все отлично, вкусно пахнет, все объединилось. Можно выключать нагрев. Помню, так же пахло и у бабушки. Значит, я справилась. Правильно. Ставьте лайки, друзья. А я капусту еще несколько секунд перемешаю, потому что сковородка нагрелась. И вынесу в холодное место на улицу. А помнишь, как Вера? Да, тут главное, друзья, уследить, чтобы наши киски не сняли пробу, а то будут нам пирожки. Было уже когда-то такое. А пока начинка остывает, займемся простейшим тестом. Мне понадобится примерно 500 мл кефира. У меня домашняя простокваша. Конечно же, можно заменить и на магазинный кефир. Нужно его подогреть. Я это делаю в микроволновке. Прямо в банке. Оп, 2 минутки. Ждем. Все, я думаю, достаточно. Ой, хорошо, друзья мои. Творог отделился от сыворотки, значит, все хорошо нагрелось. В миску разбиваю одно яйцо. Все ингредиенты у меня теплые или комнатной температуры. 2 чайных ложечки сахара сюда. Соль. Взбалтываю венчиком. И добавляю кефир. Опа!
И быстренько перемешиваю, потому что он у меня хорошо нагрелся. Нам же не омлет нужен, а пирожки. Отлично. И начинаю вводить постепенно муку. Муку я всегда просеиваю. Где-то у меня есть крутая чашка. Кстати, многие меня поддержали, что это просто беспонтовая вещь. Ну ничего, купила, пусть будет. Для красоты. Да, бабушкино сито это сито. Да, сильно много муки сразу не добавляю, все постепенно. И сейчас замешиваю тесто, как на оладушки. Вот примерно вот такой вот, как густая сметана. Что, все тесто? Нет, Сережечка, еще не все тесто. Тебе все секреты сразу рассказать. Сода, чайная ложечка с небольшой горкой, вот так вот. Сюда. Снова перемешиваем. Оно ж бухтеть так начинает. Да, как только начала бухтеть, продолжаю добавлять муку. Нужно замесить мягкое, нежное тесто. Ух, как хорошо сода сработала. Пирожки получатся. Бабушка смотрит на меня и радуется. Наконец-то внучка научилась пироги печь. Потому что вареники на пару, друзья мои, я так и не научилась печь. Ссылочку я оставлю в видео, покажу, как мы их пекли. Помнишь, Сережка? Ну а теща-то вкусные печет пироги, мне нравятся. Ну я ж не теща, я жена твоя, Ну, сестра. У нее есть один, конечно, что косточки она оставляет. Ну так вареники получаются сочнее. Конечно, когда с косточками они сочнее, Да. но есть один момент, согласен. Все, перехожу на руки, чтобы чувствовать это все дело. И начинаю замешивать тесто. Кстати, никогда не видел, как бабушка делает тесто, потому что просыпался на готовые и приезжал на готовые. О, да, есть такое. Да, вот детство, да? Ты куда ушло? Утром проснешься, уже пироги напечены, блины нажарены, борщ уже пахнет. Да, Серега, помнишь? Да. Как только в миске стало неудобно, перехожу на стол. Присыпаю, пока обильно. И все же слежу, чтобы не переборщить. Выкладываю тесто. Оно сначала сильно липнет, но ничего, справимся. И месим, как женщина. Нежно, чувствуем руками, чтобы тесто было такое нежное, пушистое. Класс. Сейчас покажу этот момент. До какой степени я замешиваю тесто. Мне бабушка так всегда говорила. Потому что иногда пишут в комментариях, тесто получилось грубое, забитое. Как ориентируюсь я? Как научили? Когда тесто липнет, но отлипает от рук достаточно, потому что оно еще немножечко должно полежать, отдохнуть. И тогда клейковина, видно, да, было, как оно прилипло и отлипло? И тогда клейковина разойдется, и тесто будет в самый раз. А если я сейчас добавлю муки до той степени, что оно уже совсем не липнет, то эффект другой. Все, не буду больше. Накрываем полотенцем, чтобы оно дышало, и оставляем хотя бы на 5-10 минут. Пусть отдохнет. Тесто отдохнуло. Сковородку на огонь. Пусть начинает уже греться. Наливаю растительное масло. Так, прилично наливаю, чтобы хорошо покрыло дно. А я подготовлю тару. У меня это будет моя любимая праздничная кастрюля. Не спрашивайте меня ничего о ней. Подготовим видео и все подробно расскажу. Я ее ставлю сюда. Беру бумажное полотенце. Так все делали в нашей семье, да, и бабушка, и мама. Или газетку, или, сейчас мы уже современные, бумажное полотенечко. Вот так вот, на донышко. Все, готово. Тесто хорошо отдохнуло. Ой, вот это первый признак, что тесто хорошее. Оно липнет и все же отлипает. Стол притрушу мукой. Беру часть теста, немножко обмакиваю. Какие пирожки вам? Большие, огромные, маленькие? Средние. Какие сможешь, Анна Николаевна? Давай. Не заморачивайся по этому поводу. Немножко краешки обминаю. Совсем чуть-чуть, лишь бы только не липло. Беру часть теста, разминаю рукой, можно скалкой раскатать. Тут уже кому как удобно. Начинка. Побольше. Да, в нашей семье любят начинку с пирожками, а не тесто с начинкой, да, или как правильно? Конечно. Все, здесь как по накатанной. Слепили, покрутили, хотите круглые, хотите как пирожки,
Класс. Все, красавчик готов. Ставьте лайки, друзья. А я продолжаю. У этих пирожков есть два минуса. Сказать какие? Какие? Первый – это то, что они быстро съедаются. А второй – что их нужно сразу съесть. Потому что на следующий день они уже, ну, не то пальто. Буду говорить, как есть. Тесто самое простое, не дрожжевое. Поэтому съели с пылу с жару, насладились, удовольствие получили и забыли. Сильно много не выкладываю, чтобы для них было место подрасти. А я этим временем быстренько вторую партию теста. Я его больше не обминаю. Просто вот так вот и оставляю живым. Это тесто прекрасно подойдет как с солеными начинками, так и со сладкими. Можно яблочко натереть с сахаром. Вообще класс. Особенно, когда начинает течь сок. Сережка, помнишь? Да. У нас их при жарочке, да, сладкие. У нас их называли замурзанные пирожки почему-то. Грязные, замурзанные. Такая тема классная. Мне бабушка то же самое делала. А, да, тоже знаешь, да? Да, да. А что, ты из нашего села? Можно перевернуть. Смотрим, что у нас здесь. Ой, а здесь два моих любимых Сергея Николаевича чернявых. Ну, вовремя, мальчики, вовремя. Смотрите, какие. Видно, какой? Вообще шикарный. Ля, какой. И это без всяких дрожжей. Моментальные пирожки их называю. Ну, а я поехала дальше. Сразу аппетит поднялся. Угу. Где сметана? Есть, я специально достала, чтобы она была теплой комнатной температуры. Сейчас сразу и приступим. Сгоряча, Да, с пылу. да, друзья. Это именно нужно этот момент уловить, когда они с пылу, с жару, горячие. У меня по-другому муж пирожки не ест. Все, когда пирожочки с двух сторон зарумянились. Кстати, как проверить, что они готовы? Берем вилку и стучим. Если звук вот такой вот глухой, значит они готовы. Вынимаю на полотенце. Смотрите, какие пирожочки толстенькие. Ух! Красота. Отдыхать пока. Ну, а я поехала дальше. И сразу, ух! Какие пирожочки. Есть. Все, жарим. Недаром я сметану грею. Просто стою, грею сметану. Давай, давай, грей. Просто. Отвернитесь. Слюни, да, текут. Ну да, я уже хочу такие пирожки. Ай, момент. Хорошо, что вы, мальчики, мне напоминаете. И эти готовы. Какая красота, а? Целый тазик пирожков. Ставьте лайки, друзья. Посмотрите, какая красота. А мы сюда? Поехали, друзья, пробуем. Достаю пирожочек из серединки, который остыл. Посмотрите, какие пушочки. Какие толстенькие. Вообще шикарно. Разламываем. А, видно, что тесто пористое. Видно? Видно, видно. Видно, видно. Угу. Начинки можно и побольше. В сметану. И по назначению. Приятного тебе аппетита. Пожалуйста, завидуйте мне молча. Анька, ну харе. Все, Серега, налетай. Так, ну что? Это с красной капустой. Говори. Благодарю вас за пирожки, за то, что вы есть, за все вас благодарю. Да, солнышко, благодарю тебя за эти вкусняшки, за все, что есть. И наших зрителей пожелаю мирного неба, счастья, благополучия, тепло Да. в душе. И чтобы в доме было всегда. Миру всё мир, хорошо. вкусной еды, позитивного настроя, мужиков благодарных, которые цветы дарят, уважают. Ну и любви к себе. И вкусной еды! Все, я тоже со сметаной. Давай. Ну что, Серый, вкус как у бабушки? Вкусно. Четко, могёте. Могем. Осталось только пробовать. Посмотрите, какие толстенькие. А я уже и сметанку приготовил. Подожди еще хотя бы минутку. Должны остыть. Горячее тесто есть нельзя.
Да, как бы вы на меня не смотрели, как два кота. Не первый раз слышу такое. Как два кота смотрят на меня. Еще Как, две помните, минуты. как и бумажечку в детстве, со сковородки в бумажку Да. замотал? Да. Все. Топ, ну давай там все, открывай. Все. Последний дожарили. Красавца этого. Сюда. Опа. Какая Еще красота! 2 минутки подождем. Ждем еще 2 минутки. Ванька, не издевайся. Да. Ставьте лайки, друзья. Я справилась буквально за какие-то 30 минут. Хозяйка. Красотка. Где сметана? Вот сметана.